Тайные разговоры о тебе. Давай посмотрим, что же у тебя за спиной творится и говорится. Как всегда, с вами Вика. Новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад для энергообмена, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, мои хорошие, знаете, вот ваша жизнь вообще как бы спрятана за 7 печатями. Вы далеко не каждому, не всем рассказываете, что творится в вашей жизни, тем более, что творится в вашей душе. О чем вы переживаете, да, что у вас болит. Вы привыкли сами решать свои проблемы. Вы привыкли по жизни полагаться на себя. Вы довольно сильный мужчина. У вас энергии хоть отбавляй, но иногда опускаются руки даже у вас. Опять-таки мне показывает, что на ком-то из вас однозначно есть магическое воздействие. Так, сейчас мы посмотрим. Однозначно, ребят, я не хочу никого пугать, но я обращаюсь к тем, кто, может быть, чувствует по себе что-то не так, что-то в вашей жизни не так происходит, да, проблемы какие-то бесконечные. Но что самое большое такое неприятное, да, неприятная новость, это то, что на ком-то из вас есть очень нехорошая порча. Я даже не хочу это в голос произносить. То есть здесь было на то, чтобы уничтожить человека. Поэтому кто чувствует по себе какие-то симптомы, да, либо же по здоровью, там, по работе, по личной жизни, в общем, неудачи, плохое состояние. Ну, вы по себе, каждый знает по себе, да, что что-то не то с вами происходит. Поэтому здесь я бы советовала, ну, не то что идти, но здесь реально нужно бежать, потому что когда я вижу вот такого вида порча на человеке, ну, хочется просто сказать, что ну, тебя нужно спасать, просто спасать. Поэтому у кого есть желание, можете либо ко мне, либо, ну, кому хотите, да, к другому специалисту. Я всегда чем могу, помогу, поэтому записывайтесь, если у кого есть такая потребность. Далее, вы человек, который вот по жизни как-то вы постоянно за все боретесь. Возможно, вы отвоевываете место под солнцем. Кто-то пробивал себе дорогу, да, вот искал хорошую работу, да, вы сами пробивались, возможно, по карьерной лестнице, возможно, там еще где-то выбивал кто-то квартиру, кто-то еще за какие-то там ситуации боролся, да. Ну, вы такой вообще борец по жизни. Вы привыкли не сдаваться. И это очень классно, это говорит еще раз о вашей мужской силе. Не боитесь работы абсолютно, и даже, возможно, ваша работа вот связана с каким-то, ну, то ли физический это труд, да, вот много вы физически работаете, а потом приходите и падаете без задних ног, усталость. Очень часто вы чувствуете такую вселенскую усталость. Вы, в принципе, вот если так по большому счету, вы никогда не останетесь без копейки. Потому что вот есть у вас, ну, то ли какие-то таланты такие, да, вы, может быть, ну, руками умеете что-то делать, да, может быть, вы как строитель хороший, может быть, вы что-то мастерить умеете. То есть вы всегда можете даже подзаработать. Пойдете, ну, грубо говоря, хоть и по соседям, да, там что-то ремонтировать, там, я не знаю, клеить обои, шпаклевать, там еще плитку ложить, еще что-то. Ну, то есть какие-то работы, то есть вы умеете, у вас есть такие вот чисто мужские навыки, и, ну, в общем-то, они вам не дадут пропасть. Вы человек, который не терпит вранья. Про измену здесь даже не обсуждается. Возможно, даже у вас у самого есть магические силы, но они в вас пока спят, дремлят. Вы можете об этом догадываться, можете иногда чувствовать, либо понимать, что вот то, что вы говорите, сбывается, либо то, что думаете, сбывается. Может быть, вам снятся вещи, сны, кто-то, может быть, целительством, ну, такие навыки целительства имеет, да, ну, то есть вы это в себе чувствуете, может быть, видели, но пока вы это не развиваете. Возможно, у кого-то проиграется, что вы огненный знак зодиака.
То есть вы мужчина огонь, вы мужчина, у которого энергии хоть отбавляй. Но опять же, у этого мужчины должны все ходить по струнке. Вот вы такой активный, вы ужасно не любите медлительных людей. Вот вы терпеть не можете, когда человек что-то медленно делает, потому что вы сами живчик. Вам хочется, ну, наверное, взять у этого человека работу и самому быстренько доделать. Давайте-ка сделаем маленький опрос, ребят, вот напишите, есть у вас такой момент, что у вас энергии хоть отбавляй, либо же вы понимаете уже наоборот, что у вас энергия как-то иссякает, уже совсем не то, что было когда-то, может быть, в молодости. Напишите, как у вас обстоят дела с энергией. Так, что еще? Влюбляетесь легко. Очень легко влюбляетесь, но на сегодняшний день вы, скорее всего, холостяк. Вот я не вижу женщины, которая цепанула бы ваше сердце. Вот не вижу. Вот как-то вы окунулись головой в работу. И неважно, даже если вы на пенсии, то вы можете даже дома какую-то работу искать. Да? Если, допустим, у вас частный дом, если у вас дача есть, ну, то есть вы как-то пытаетесь отвлекаться. Может быть, хобби ищете, если кто уже не работает, да, по возрасту. Но здесь личной жизнью и не пахнет. Причем, я вам скажу, что вы то ли привыкли, уже как-то, может быть, пустили все на самотек, но вы особо не паритесь, что рядом нету женщины. Ну вот не паритесь вы. Интересно. Обычно у нас как-то выпадает в раскладах, что вы ищете любовь, там, да, вот сигнификации. А сегодня наоборот. Почему-то женщин от слова совсем у нас нет. Но ничего, как говорится, да, не в юбках счастье. Итак, какие же тайные разговоры о вас ведутся? Женщина, с которой вы когда-то конфликтовали. Женщина, которая тайно может вам пакостить. Она активная, она тоже, как и вы, в общем-то, может быть, но опять же, это не обязательно, поскольку это общий расклад, может быть огненного знака зодиака, может быть точно так, как и вы, она выпала у нас жезловая королева, то есть она активная, она страстная, она ревнивая, но с которой вы, ну такие, знаете, вот на мечах просто. Это может проиграться бывшая, это может проиграться женщина, с которой у вас конфликт, роман был, но которая распускает о вас сплетни. Ей очень хочется вас, ну, утопить. Вот утопить. Она прикладывает всяческие усилия, причем даже я не исключаю, что и магические усилия она прикладывает, либо же сама, либо же к кому-то ходит, чтобы вам вот как-то напакостить. Вот ей хочется, чтобы вы погрязли в каком-то болоте. Вот ей хочется, чтобы у вас была неудача в жизни во всех смыслах слова. Почему? Почему? А, вот где собака зарыта. Но это скорее женщина, которая предала, которая наврала, изменила. Из которой вы окончательно и бесповоротно поставили точку. Потому она и бесится, потому она и распускает грязные слухи, потому она пытается колдовать на вас и делать всякие гадости, рассказывать всякие гадости. Причем очерняет вас в таком свете, что чуть ли это не вы изменили, либо же, что вы там... Может быть, она наоборот, это все то, что делала сама, она перекладывает на вас. Ну, к примеру, что это вы там унижали, оскорбляли, вы там ходили направо-налево, вы там, может быть, руками размахивали, ну, что-то в таком духе, да. То есть это делается специально, чтобы даже перед вашими общими друзьями, знакомыми, может быть, родственниками, ну, в кавычках так, открыть глаза на вас, да, то есть очернить вас. А все из-за того, что вы не делаете шаг к ней, шаг назад, да, то есть человек, который накосячил, ожидает от того, что вы будете там чуть ли не на карачках ползать и просить, что вот вернись, я все прощу, да, вот давай будем вместе, я не могу без тебя. А она видит, что вы можете, она видит, что вы прекрасно можете жить без нее. Она это видит, она это, может быть, даже слышит от общих знакомых, она может это видеть в соцсетях, где угодно. Поэтому дама, которая распускает гадости, ну, я думаю, эти гадости, они на нее и вернутся вот бумерангом, понимаете? Грош цена таким людям, которые, ну, такие вещи творят.
Так, что еще говорят о вас? Кто что о вас говорит? Знаете, вот окружающие вообще вас воспринимают как действительно мужчину, которого даже немножко они побаиваются. Это касается и по работе, может быть, вообще там друзья, приятели, знакомые. Вот они видят, что вы, в общем-то, такой непобедимый во всех смыслах слова. Вы можете и словом, если нужно, уничтожить, опустить, да, поставить на место. Вы можете постоять за себя, причем вы умеете постоять за себя так, вот как-то вы это так тонко делаете, то ли аргументы какие-то вот выбрасываете, то ли вы как-то так защищаетесь очень умело, что, ну, порой перед вами пасуют некоторые люди. Вас воспринимают как, ну, такой трудоголик. Вы не боитесь работы, вы, может быть, даже сверх меры работаете, да, там неурочное время, может быть, за кого-то еще тянете, пока кто-то там болеет, либо же уволился, либо еще что-то. Вас воспринимают как человека, с которым нужно держать ухо востро. Вот почему, сейчас давайте уточним. Интересная такая информация идет. Знаете, хоть вас и побаиваются, но вас уважают. Вас уважают, потому что знают, что вот то, что вы говорите и то, что вы делаете, это правильно. Сказать, что за вашей спиной, допустим, вот по работе, там, либо друзья шушукаются, обсуждают, вот здесь нет. Они единственное, что могут за вашей спиной обсуждать, что вот что-то вы такое учудили. Может быть, по работе, там еще где-то, да, какая-то была история. Они вот именно какие-то ваши, может быть, поступки обсуждают, да, что вот это же надо, такое вот сделал, да, вот, может быть, пошел там к начальнику, кого-то отстоял, может быть, еще что-то сделал. То есть вас за спиной обсуждают с неким таким страхом плюс уважение. Вас воспринимают еще, знаете, как человека, который может резко и кардинально в один момент поменять свою жизнь. Что вот если вы, ну, решите, к примеру, да, я вот банальный такой пример приведу. Если вы, к примеру, решите что-то поменять, либо же вас кто-то достанет, вы можете с легкостью хлопнуть дверью, вы можете развернуться и уйти, вплоть до того, что вы можете пойти и написать там, допустим, заявление про увольнение. Вот даже в таком ключе. Поэтому с вами даже осторожничают, вас уважают, и когда вот о вас говорят, то как в шутке, на вы и шепотом, да? Есть некий такой подход. Возможно, это еще проиграется у кого-то, что если у вас вспыльчивый характер, то еще поэтому могут побаиваться, да, что вы вот в порыве гнева, да, вот именно в порыве гнева, что вы можете там дверью хлопнуть, можете что-то такое сказать, учудить, поэтому тоже страхи. Поэтому они между собой как бы передают информацию, да, обсуждают, да, вот что вот с ним лучше не шутить, да, вот рот на замок, потому что будут последствия с бедствиями. Что еще говорят за вашей спиной? Женщины вас, опять же, и побаиваются, и симпатизируют. Вот есть в вашем окружении женщины, которые готовы в омут с головой. Особенно одна дама, которая, ну, она довольно такая, может быть, обеспеченная. Она себе на уме. Она скорее даже выше по статусу может быть. Она может даже быть, ну, какой-то начальницей. Не обязательно там большой начальницей. Может быть, там начальник отдела, вот, ну, в таком плане. Ну, то есть денежка у нее вводится, она вам симпатизирует, но почему-то... Вот я поражаюсь. Сегодня весь расклад почему-то у нас акцентируется на том, что вас и побаиваются, и уважают, и в том числе женщины. Эта женщина тоже о вас пытается, но это в своем тесном кругу, она обсуждает свою влюбленность. Вот, она влюблена в вас.
Она не то что влюблена, она уже мысленно, может быть, за вас даже замуж вышла. Она обсуждает, что вот было бы, допустим, классно с таким мужчиной создать семью. Но опять же, вот я вам показываю, она боится, что даже если она как-то намекнет, проявится, вы либо же как-то ее отошьете, либо же откажете, ну, как-то, то есть отвергнете ее, даже если культурно, а это уже будет неприятно, понимаете? Поэтому да, она в тесном кругу там подружек может пообщаться, погрустить, ну, что мне делать с этим, да, вот как мне с ним сблизиться, вот в таком плане. Но, тем не менее, пока она не готова проявиться. Но если бы она от вас, если бы она хоть один шаг от вас увидела, она бы рванула в бой, она бы начала вас, ну, не то что преследовать, но очень сильно начала бы активничать, я думаю. Женщина среднего возраста, женщина скорее такая, ну, она, наверное, среднего телосложения, может быть, даже более крупнее, то есть она не тростиночка точно. Сейчас мне точно напишут, а я люблю худеньких, стройненьких, да, ребят? Так, что еще о вас говорят? Те из вас, которые когда-то конфликтовали, вот с кем у вас были какие-то конфликтные ситуации, но в которых вы были правы. Может, вы выиграли какой-то спор, может быть, это судебное дело какое-то вы выиграли. Ну, то есть вы были победителем в любом случае. С этим человеком вы уже не общаетесь, неважно, судились вы с ним, либо просто поругались. Но этот человек до сих пор злится, до сих пор ну, с каким-то злостью, с какой-то о вас отзывается. Человек не успокоился. Стоит ли ждать какого-то подвоха? Человек пытался, возможно, либо же будет в ближайшее время, с которым вы конфликтовали, может пытаться делать какие-то пакости, либо же распускать какие-то слухи, сплетни. Вы можете об этом узнать, и здесь может проиграться опять же новая битва, новый конфликт, когда вы будете ставить этого человека повторно на место, да, повторно убедитесь, что человек гнилой и человек, с которым, ну, не стоит вообще тратить даже секунды своего времени. Вы отстоите все, вы докажете свою правоту, вы снова опустите этого человека, каждый по-своему это будет делать, да, но то, что вы не будете общаться с ним больше, это однозначно. Вы еще раз убедитесь, потому что здесь могут быть в некоторых моменты, что вот вы поругались, а потом вас совесть мучила, да, а может быть нужно было по-другому, а может быть нужно было помягче. Нет, здесь вы четко убедитесь, что все, с этим человеком больше никаких контактов, никакой дружбы, ничего. Тем более, что когда вы поймаете либо на горячем, либо же узнаете какую-то сплетню, гадость о себе, ну, я думаю, что вы, ну, по первое число сделаете этому человеку. Знаете, вот у меня почему-то такое ощущение после сегодняшнего расклада. Вот реально вас боятся и уважают. Причем и мужчины, и женщины. У кого-то это может быть грозная внешность, у кого-то это может быть, ну, такое поведение, да, может быть, вы вспыльчивый по характеру. Но, тем не менее, то, что вас уважают, женщинам вы нравитесь, но, опять же, они побаиваются. И что с этим делать? Те, кто вообще сплетничает о вас, те, кто делают гадости, они бумеранг получат, они обраточку получат, потому что у вас очень сильная защита. Высшие силы очень и очень вас оберегают и наказывают всех, кто тем или иным образом вас обижает. И неважно, это сплетня, это какой-то поступок, либо еще что-то. Даже самые малейшие выпады в вашу сторону, все ваши обидчики будут наказаны. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!